0,03. Итак, друзья, переходим к следующему слайду. Здесь ничего не поменялось, кроме нижней таблички. Вверху вы видите колебательные процессы длиной в 1 месяц. А вот нижняя табличка, друзья, здесь мы с вами подведем итоги года. Конечно же, опять с цифрами. Сравниваем апрель 2026 года с апрелем 2025 года. Город Харьков на примере социального жилья. Город Харьков за год показал нам динамику роста 4,07%. Напомню вам, что весь 2025 год динамика роста была более значительная, больше 5%. А вот последние 3 месяца мы видим снижение стоимости. И, конечно же, вот здесь мы видим также снижение динамики роста. То есть было там 5%, сейчас 4%. И говоря о прогнозах, буду возвращаться к этим данным. Я думаю, что вот эта неспадающая, так сказать, линия тренда будет наблюдаться до конца года по городу Харькову. Индекс у нас положительный, пока 1,041. Город Полтава, друзья, 603 доллара за квадратный метр. Напомню, мы говорим о классе социальное жилье. В сравнении с апрелем 2025 года выросла стоимость на 6,54%. Индекс положительный, единичка 0,65. Ну, город Полтава, еще раз повторюсь, это город, в котором, в общем-то, я предполагаю, куда ведут миграционные пути, много мигрантов. И в силу того, что более, так сказать, спокойный город, здесь разогревается рынок недвижимости. И мы видим даже по стоимости квадратного метра, он уже опередил город Харьков. Город Чернигов, друзья, 955 долларов за квадратный метр, апрель 2026 год. Сравнивая с апрелем 2025 года, видим, что рост 3,56%. Здесь, друзья, еще раз напомню и проговорю, весь 2025 год стоимость росла и порядка тоже 5% была в городе Чернигове. А сейчас, последние 3 месяца, мы видим снижение, что соответствует, так сказать, логике поведения любого рынка во время войны. Здесь видим, что сейчас в годовом измерении 3,56%, и стоимость будет снижаться на протяжении всего оставшегося года. Я думаю, что это вполне логично. Индекс положительный пока еще, единичка, запятая 0,36. Ну и город Сумы, который удивил всех, и в том числе меня, который показывал 2025 год снижение. Буквально за несколько месяцев, 4 месяца вышел, видим, в ноль. То есть вот если сравнивая апрель 2026 год, это 538 долларов за квадратный, 467 долларов за квадратный метр. И ровно столько стоила недвижимость в апреле 2025 года. Совершенно очевидно, что рынок города Сум недвижимости стал показывать незначительную динамику роста. С какого перепуга, не знаю, напишите. Ну а в целом, если брать по региону, что произошло за год, вот это среднее арифметическое число, как оно считается, вы знаете, 538. Мы видим, что в апреле 2025 года это было 519. Итого рост 3,71% за год. Подумайте только в прифронтовом регионе Украины. Индекс положительный, единичка 0,37. Друзья, немного саморекламы, расскажу вам о индексах. Я и компания Олимп Консалтинг на протяжении многих лет готовим индексы для крупных украинских банков, системных, национальных, также для иностранных банков, которые работают на территории Украины. Я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам и риск-менеджменту. Так вот, индекс, друзья, это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра во времени. Здесь мы говорим о социальном жилье, вторичный рынок. Он считается просто, если у вас есть статистические данные. На примере целого региона показываю. 538, как он считается, делим на 519, получаем динамику роста в годовом измерении 3,71%.
и положительный индекс единичка 0,37. Друзья, которые работают в управлении по рискам, риск-менеджменту, вы хорошо знаете, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. Поэтому, друзья, наша синергия знаний, в общем-то, помогает и вам в вашем сложном бизнесе, и мне работать, развиваться, заниматься наукой, и компания Olymp Consulting также. Меня найти просто. В описании канала есть Viber телефончик киевстаровский. Напишите или созвонимся. Естественно, составим техническое задание, и вы будете получать раз в квартал информацию, или точнее это называется исследование о том, что происходит с недвижимостью, под которую ваше финансовое учреждение выдало какие-то свои, так сказать, финансовые средства. То есть или растет недвижимость, как на примере северо-восточной части Украины, или же снижается, как на примере, допустим, Донецко-Приднепровского региона. То есть вся недвижимость, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые средства, я буду вам показывать во времени, что происходит с ней. Это ну, для вас супер актуальная информация. Друзья, ну, это была реклама, без нее никак нельзя. А теперь давайте о прогнозах. О прогнозах. Ну, прежде чем о прогнозах, давайте покажу вам еще одну картинку. Я ее всегда показываю. Сейчас найду ее здесь. Она где-то у меня в самом конце должна быть. В самом конце должна быть. Вот эта картинка. Особенности северо-восточной части Украины, еще раз напомню, это приграничные области. И мы знаем, что на рынок недвижимости влияет внутренние показатели. Это макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие экономики той или иной области. Допустим, Черниговской области, Сумской, Харьковской и Полтавской. Вся эта информация в открытом доступе есть. Там все очень плохо, друзья. Экономика деградирует. Пятый год войны. А вот смотрите, при этом, при всем, что происходит. И вот последнее время, я об этом говорю, кстати, уже год назад, начал говорить, что вот так географически такой, видите, остров идет, Черниговская область, она, значит, граничит с Белоруссией, граничит с Брянской областью и, по-моему, с Курской областью немного еще есть здесь. Ну, могу ошибаться, но с Брянской областью 100% граничит. Так вот, друзья, в городе Чернигове это первые 3 месяца только мы видим, что снижается стоимость квадратного метра. При этом давайте вам покажу географическую особенность. С крайнего перехода до города Чернигова, вот видите, 85 километров. Понятно, что в условиях современной войны дронов это практически невозможно пройти, как это было в 2022 году, потому что Российская Федерация стояла в Броварах, это 20 километров от города Киева. Причем они прошли это достаточно быстро. И от Чернигова до Киева 144 километра, итого 200 километров. Подумайте только, 200 километров, когда уже там беспилотники 40-километровую зону могут делать, как она там называется, зона смерти, да, и так далее. Поэтому я предполагаю, что все-таки это приоритетное будет направление, Северная армия для Российской Федерации, для того, чтобы двигаться не столько на город Киев, сколько растягивать линию фронта, потому что ограниченное количество людей, которые могут там насильно призвать со стороны Украины, да, все это очень плохо влияет на, так сказать, на линию фронта. Поэтому Российская Федерация, я предполагаю, будет растягивать линию фронта, и, соответственно, война будет двигаться к направлению город Чернигов. И это что, друзья, на одну секунду себе представьте, когда у вас ствольная артиллерия может доставать, это приведет к тому, что закономерные процессы мы будем наблюдать, стоимость квадратного метра будет снижаться. Город Сумы, та же самая история, прифронтовая область, уже говорил об этом не один раз, повторяться не буду. Снижение будем наблюдать весь 2026 год, может быть,
еще там месяц-два увидим вот эти колебательные процессы в сторону роста. А город Харьков, ситуация та же самая, прифронтовой город, будет снижаться стоимость квадратного метра, ну и город Полтава будет показывать нам незначительную динамику роста. Давайте закрою показ слайдов и уже к прогнозам показал вам карту, особенность Черниговской, Сумской, Харьковской области. То есть я предполагаю, что по 0,5% каждый месяц, вот сейчас уже май месяц, я, кстати, через пару дней буквально запишу видео уже, что происходит в мае месяце, я все это отслеживаю. Так вот, по 0,5% май, июнь месяц мы увидим снижение стоимости квадратного метра по, так сказать, вот этим крупным областным городам-центрам, за исключением города Полтавы. Ну и, возможно, за исключением города Сумы, потому что там, ну, непонятно, что происходит. То есть минус 1% будет снижаться стоимость в Харьковской области, город Харьков, будет снижаться в Чернигове, минус 1%. А вот город Сумы, я думаю, что ну, еще один месяц будем видеть май рост, а потом все-таки, ну, это никуда не годится, как говорится, да, видеть динамику роста при фронтовом регионе. Ну, в любом случае, я вам обозначил ориентиры, что будет происходить с недвижимостью. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки ставить, дизлайки данному видео. Но вы должны помнить, что я ваш, друзья, скромный слуга, и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут компасом или же путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видео. Не забудьте поставить лайки и обязательно подпишитесь. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.